Морское пиратство и вооруженный разбой не являются лишь историческими явлениями. Эти актуальные угрозы продолжают преследовать морскую индустрию, ставя под угрозу безопасность моряков и судов во всем мире. Их воздействие простирается далеко за пределы непосредственной опасности, создавая эффект, который затрагивает судоходные компании, нарушает глобальную торговлю и дестабилизирует целые регионы. Пиратство, неизменная угроза морской торговли на протяжении веков, постоянно адаптирует свои методы. Однако его главная цель остается неизменной – захват. Современные пираты могут использовать передовое вооружение и технологии, но их тактика по-прежнему часто включает проникновение на суда, похищение груза или ценностей, либо взятие экипажей в заложники для получения выкупа. Независимо от эпохи, пиратство основывается на устрашении и насилии, представляя серьезную угрозу для мореплавателей. Хотя недавний всплеск пиратства привлек внимание к Красному морю, нападения на торговые пути в этом регионе имеют долгую историю. Наиболее значительная современная угроза возникла в начале 2000-х годов, когда сомалийские пираты расширили свою деятельность от побережья Сомали до южной части Красного моря к 2010 году. Несмотря на то, что их активность снизилась в следующем десятилетии благодаря международным усилиям по борьбе с пиратством, последние события указывают на тревожное возрождение этой проблемы. Возобновлению угрозы пиратства способствует ряд факторов. Истечение срока действия мандата Совета безопасности ООН по борьбе с пиратством в сомалийских водах в декабре 2022 года могло послужить стимулом для пиратских группировок. Продолжающийся с 2015 года конфликт в Йемене создал нестабильность в регионе. Эта нестабильность может предоставить пиратским группам возможности действовать с меньшим сопротивлением. С ноября 2023 года хуситы, повстанческая группировка в Йемене, как сообщается, принимала непосредственное участие в нападениях на суда, вероятно, в знак солидарности с палестинским конфликтом. Кроме того, захваты судов и требования выкупа могут служить источником дохода для хуситов, финансируя их военные усилия. По имеющимся данным, в период с октября 2023 года по март 2024 года произошло более 40 нападений на судоходство, совершенных хуситами. Эти атаки привели к трагической гибели 3 моряков, захвату одного судна и затоплению другого. Другие регионы мира также считаются зонами повышенного риска в отношении пиратских инцидентов из-за исторических тенденций и текущих проблем. Вот некоторые из основных очагов опасности для судоходных компаний. Гвинейский залив. Этот регион у побережья Западной и Центральной Африки исторически был главным центром пиратства. Хотя количество инцидентов сократилось, он по-прежнему считается зоной высокого риска. Юго-Восточная Азия. В водах вокруг Индонезии, Малайзии и Филиппин продолжают происходить случаи пиратства и вооруженных нападений на суда. Латинская Америка. Пиратство и вооруженные ограбления остаются проблемой в некоторых районах Латинской Америки, особенно в Карибском бассейне и у побережья Венесуэлы. Согласно данным статиста за 2022 год, Юго-Восточная Азия была наиболее значимой горячей точкой, на которую пришлось поразительное количество – 58 случаев фактических и попыток атак. Это представляет собой самую высокую концентрацию пиратской активности по сравнению с другими регионами, где инциденты были зафиксированы у побережья Африки и в территориальных водах Америки. В отчете также подробно описываются типы судов, которые чаще всего подвергались нападениям. Основной удар пришелся на сухогрузы, за ними следуют танкеры для перевозки нефтепродуктов и контейнеровозы.
Пиратство наносит ущерб не только судоходным компаниям и морякам, но и создает порочный круг, который препятствует мировой торговле и экономическому росту, влияет на региональную стабильность и угрожает благополучию прибрежных сообществ. Обходные маршруты, используемые для избежания зон пиратства, значительно увеличивают протяженность судоходных путей. Это приводит к повышенному расходу топлива, увеличению времени в пути и, в конечном итоге, к росту транспортных расходов для потребителей и предприятий. Кроме того, повышенный риск ведет к увеличению страховых премий для судов и грузов. Это дополнительное финансовое бремя еще больше влияет на судоходные компании и потенциально перекладывается на потребителей. С другой стороны, пиратство нарушает бесперебойный поток товаров по всему миру. Задержки или изменения маршрутов грузоперевозок могут привести к дефициту, колебаниям цен и нестабильным графикам поставок. Это может повлиять на целые цепочки поставок и затруднить экономическую деятельность. Пиратство напрямую угрожает безопасности и благополучию моряков. Нападения могут привести к ранениям, похищениям и даже гибели людей. Постоянная угроза атаки также создает стрессовую рабочую атмосферу для экипажей. Риски пиратства могут отвратить молодежь от выбора морской карьеры. Это может привести к долгосрочному дефициту квалифицированных моряков, что в свою очередь негативно скажется на мировой торговле. Пиратство способно усугубить нестабильность в прибрежных регионах, особенно там, где оно подпитывается нищетой и отсутствием экономических перспектив. Присутствие пиратов может отпугнуть иностранных инвесторов и помешать экономическому развитию. В некоторых случаях действия пиратов могут нанести урон экологии, например, вызвать загрязнение из-за разливов или незаконного сброса отходов в море. По мере того, как угрозы пиратства становятся все более изощренными, жестокими и дорогостоящими, судоходные компании вынуждены применять многоуровневую стратегию защиты. Используемая тактика направлена на предотвращение, обнаружение и задержку пиратских атак. В ответ на нападение хуситов происходит значительное изменение глобальных торговых маршрутов. Чтобы избежать Красного моря, через которое обычно проходит 12% мировой торговли, судоходные компании вынуждены перенаправлять грузы по более длинным маршрутам вокруг Южной Африки. Обход мыса Доброй Надежды увеличивает расстояние на 4500 морских миль. Это означает примерно 2 дополнительные недели в море, что существенно повышает транспортные расходы. Помимо перенаправления грузов, компании разрабатывают долгосрочные стратегии по предотвращению нападений и защите своих экипажей и судов. Они подписываются на службы морской информированности, использующие спутниковые снимки, радары и другие инструменты для отслеживания подозрительной активности в районах пиратства. Кроме того, суда оснащаются системами дальней идентификации и отслеживания, передающими их идентификационные данные и местоположение, что позволяет властям контролировать суда и оценивать риски. Многие компании нанимают частные охранные фирмы для обеспечения вооруженной охраны на борту судов. Эти сотрудники службы безопасности сдерживают пиратов своим присутствием и возможностью применения силы при необходимости. На некоторых судах устанавливаются такие препятствия, как колючая проволока и спиральные заграждения, чтобы еще больше затруднить попытки проникновения на борт. Некоторые суда укрепляются цитаделями, где экипаж может укрыться и защититься во время атаки. Эти безопасные зоны часто пуленепробиваемы и оснащены средствами связи, а также системами сигнализации и наблюдения для предупреждения членов экипажа о потенциальной атаке. Последнее также поддерживает высокочастотную связь с властями и другими судами в регионе для сообщения об аномалиях и быстрого запроса помощи при необходимости. Мощные водометы могут использоваться для дезориентации и отражения попыток пиратов подняться на судно. Обученные экипажи могут применять маневры уклонения, чтобы затруднить абордаж своих судов, например, зигзагообразные движения или неожиданное изменение курса.
В дополнение к своей многоуровневой защите, судоходные компании формируют важные партнерства с региональными и международными морскими властями и организациями, такими как ИМО. Борьба с пиратством требует комплексного подхода, и технологии играют решающую роль. Наблюдение с помощью дронов может обеспечить более широкий охват обширных морских районов, помогая властям поддерживать постоянное присутствие во всех зонах повышенного риска. Современные системы связи обеспечивают обмен информацией в реальном времени между судами, властями и охранными фирмами. Кроме того, анализ данных играет ключевую роль в прогнозировании пиратской активности, корректировке стратегий и оптимизации маршрутов патрулирования. Ограниченные ресурсы, такие как патрульные суда и персонал, в сочетании с пиратами, действующими в международных водах, действительно представляют собой серьезную проблему для правительств. Однако одних технологий недостаточно. Для комплексной стратегии необходимо государственно-частное партнерство. Правительство, судоходные компании и фирмы по морской безопасности должны сотрудничать, чтобы обмениваться ресурсами, опытом, разведданными и лучшими практиками. Кроме того, они разрабатывают стандартизированные меры и протоколы по борьбе с пиратством и координируют вооруженные военно-морские патрули в сочетании с воздушным наблюдением и сбором разведданных в ключевых морских узких местах, чтобы пресекать действия пиратов до начала атак. Более того, национальные и международные правоохранительные органы сотрудничают для расследования инцидентов, задержания и привлечения к ответственности осужденных пиратов и, при необходимости, отражения пиратских судов для предотвращения будущих атак. Благодаря тесному взаимодействию заинтересованные стороны могут значительно усилить меры по борьбе с пиратством, обеспечивая оперативное реагирование на любые возможные инциденты. Это минимизирует потенциальный ущерб судам и, что наиболее важно, гарантирует безопасность моряков.